Так, всем доброго дня. Вот многие меня спрашивают, куда я тут пропал. Но не пропадал я никуда. Вот работал как раз над созданием шофа, что многие просят сделать. Да, ну я тут поездил, поискал все эти детали. Кое-что нашел. Вот. И сделал вот такой вот шов. Этот шов уже будет, я думаю, что на продажу. Вот так вот он выглядит. Вот. Не сильно тяжелый. Я сделал его по сравнению с моей предыдущей версией компактней. Вот. Ручка немножко больше диаметром, да, удобнее намного крутить. Вот. Ну и, а все остальное, в принципе, то же самое. Ну, какие он еще изменения претерпел? Это то, что, ну, текстолита я не нашел, сделал с фанеры, но фанера тут 20-ка и влагостойкая. Без вариантов будет держать и работать долго. Вот нож я все-таки нашел 3 мм хорошую сталь, заточил. Кстати, после фильма я, или в следующем фильме, или в этом же фильме еще покажу, как я затачиваю нож. Это тоже уже отснял. Да, ну здесь ручка, как всегда. Эти 3 больших отверстия чисто для ручки. Вот. И, ну, все остальное, в принципе, то же самое. Ну, единственное, что вместо текстолита фанера, ну и нож не тонкий кухонный, а обыкновенный. Ну, из хорошего металла, хорошо держит заточку. Я на нем уже, пока регулировал его, сотни-две ленты отгонял. Вот. Как он крепится к столу? Я его креплю обычно просто струбцинами. Вот. Если же вам струбцины не подходят, можно здесь в основании и впереди высверлить каких 2 отверстия и прикрутить его шурупами к столу. Вот. Но мне как-то больше подходит вот такая вот установка на струбцины. Струбцинами прикрутил, поработал, а потом точно так же легко их снял вот, после окончания работы и поставил его куда-нибудь, чтобы он не мешал, скажем так. Вот. И ступени все то же самое, как было у меня, только в отличие от предыдущего, этот уже вал с накаткой. И вот, например, вот я сейчас возьму широкую ленточку, да, даже померю. Вот здесь лента, шинка, вернее, 6,5 миллиметров. Да, ну, маковочной части, конечно, меньше, это 5,5. Вот, и попробую ее прогнать. Вот, прогоняю я ее, такую ленту, в центральный. И процесс пошел. Все легко, аккуратно, ну и довольно неплохо он снимает. Да, ножичек только что отточенный, гладкий, все как надо. Ну и сразу с центрального я в последнюю. То есть преимущество этого шофа уже, я его сделал так, что он уже берет даже через одну. Вот. Ну и вот результат 0,75. Ну, по всей длине он такой не будет. Будет вот 0,80. Где-то примерно расхождение получается, ну, максимум на 1/10. Вот, точно он, к сожалению, пока не делает. Но вот эту вот ленточку уже достаточно протянуть один раз через шов. Ну, максимум 2 раза. Аккуратно так, снимая по чуть-чуть, и лента для узелка готова. А для тех, кто вплетает ленту в корзины, этого уже будет более чем достаточно. Для стенок корзины она подойдет уже сразу. Вот. Ну, естественно, которые потоньше, скажем, шинка здесь у меня вот 6 миллиметров у камня, а на маковке она 3 даже с копейками. Ну, естественно, такой он берет за один проход. Вот. И точно так же получается лента, вот тут даже 0,7. Ну, такого здесь посередине будет меньше. Вот, 0, больше, 0,80. Вот. То есть, в принципе, шов работает. Я на нем отгонял 200 лент где-то примерно за час. Вот. Ну, покрутить, конечно, надо. Этот шов, скажу вам сразу, не предназначен для
соединение его с электродвигателем, подключение на электродвигатель. Ну, поскольку все это фанерное пока, да, хотя очень неплохо с ним пойдет шуруповерт. Ну вот еще немножко я с другого ракурса поставлю камеру, да, покажу вам, как он примерно там так все это строгается. И возьму ленточку, которая пошире. Вот в данном случае у меня шинка 7, ну, почти 8 миллиметров шириной у камля. Его я во второе. Вот, первый раз прошел. Вот, затем в следующий. Очень легко. Вот. И затем в последний. Таким образом, ну, в данном случае лента в 4 миллиметра у меня получится, да. Да, обязательно. Таким образом, за 3 прохода она готова. Крутить, конечно, гораздо легче, чем тянуть через ручной шов. Вот. Вот, поэтому, ну, на электротяге пока я делать не могу. Вот, но в ручном исполнении, пожалуйста, он уже экономит массу времени. А если кто-то хочет его на электричестве, нужно просто сделать переходник. Вот. В данном случае вот здесь этот барашек откручивается, да, ставится переходник. Ручка здесь такого типа. Конечно же, я могу сделать, если вы хотите из фанеры выточить шкив для ремешка на двигатель. Но я бы не советовал его ставить на двигатель, потому что он постоянно крутится, все шестерни не стираются. Ну и в процессе застревания нельзя так быстро остановить, если, например, ленточка где-то застрянет. Я на своем шофе прогнал где-то уже около 7000 лент. Ну, где-то раза 3 у меня застревала лента. Так что пришлось даже снимать направляющие. Да, но направляющие здесь на 2 шурупах, их снять не составляет никакого труда. Просто бывает так, что лента застревает между валами и направляющей. Ну, за 5000 лент это было только 3 раза где-то. Даже, по-моему, 2. Вот. Поэтому, ну, это все незначительно. Вот такой вот получился шов. Вот. Этот, я думаю, что я смогу его прислать по почте. Вот. После оплаты, конечно же. Вот. И, конечно же, буду ждать заказов на такие же, если кому надо. Да, напишу обязательно я в конце фильма свою электронную почту, куда обращаться по вопросам цены и доставки. Вот. Или же напишите в комментариях вашу электронную почту, я обязательно отвечу, напишу, как, что и сколько стоит. Вот. По ценам, цены в фильме сейчас говорить не буду. Вот, еще где-то вечером посчитаю все как надо. Ну и цены опять же могут меняться, потому что, ну, постоянно что-то дорожает, постоянно все становится дороже. Ну, что еще забыл сказать, да, что шинку лучше намочить. Вот она, ну как лучше, идет она и сухая даже неплохо, но сырая идет гораздо легче. Вот. Скажу я вам, да. Вот, поскольку, ну как сырая, я обычно перед тем, как гнать ее на шофе, загружаю ее в воду на 10 минут, вот, и через 10 минут еще часик держу где-то под пленкой, чтобы равномерно распределилась влага. Вот. Таким вот образом сырая шинка идет гораздо легче через нее. Но это так, на заметку. Вот, поэтому у меня такой ножичек, он довольно широкий. Поскольку я достал просто металл и выпилил его так, как мне надо,
Вот, работает он еще лучше, чем тот, который я делал с куском кухонного ножа. Вот, ну такая вот конструкция. Кому надо, обращайтесь. А пока, до свидания. Ну и спасибо за просмотр.